Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся, чтобы не пропустить новые бесплатные видео мастер-классы. И вяжем вот такие домашние уютные следочки, носочки. Можно связать повыше резиночку, и это уже будет носочек. Пока это вот такое преддверие носочка. Связала из остатков пряжи. Узор самый-самый простой. Возможно, он у меня уже и был, этот узор, но дело в том, что каждый день на канал подписываются новички. И для них тоже нужны простые идеи, не только прям сложные, но и простые. И вот из остаточков пряжи я предлагаю связать такие очень простенькие следочки, носочки, которые красиво смотрятся в любом цветовом сочетании. У меня тут 3 вида пряжи, буквально там по маленькому моточку. Итак, всем добрый день! Сегодня будем вязать вот такие следочки из остаточков. У нас всегда их много, я уверена, у всех. Вот. Набираем, у меня немножко другой цвет. Это сейчас очень модно, когда бывают джинсы разных, да, цветов. Одна нога, вторая, другого цвета. Поэтому чуть-чуть будут те же цвета, но носочек будет пяточка другого цвета. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. Все очень просто. Даже давайте 6. Очень просто вяжется из любых остаточков, которые у нас всегда есть. Замыкаем в кольцо 3 воздушные петли. Это уже столбик. И набираем. Наша задача набрать в первом ряду 21 столбик. Во втором в каждом столбике провязать по 2, и у нас будет 42 столбика. И мы начинаем наш узор, должен делиться на 3, и мы потом начинаем вязать. Набираем, считаем 21 столбик. 21 столбик. Потом в каждом столбике провязываем по 2. Вот. Раз, два, раз, два, раз, два. В каждом столбике. И затем провязываем без прибавления 2 ряда. Всего лишь 2 ряда. Вот 21 столбик, 42, 42 и 42. Провязали мысочек, как мы с вами разговаривали, 21 столбик, 42, и больше мы не прибавляем. Это нормально для взрослого носочка. Соединительным столбиком соединяем. И добавляем розовую ниточку. Каким образом? Давайте сделаем это в моменте соединения. Привязываем ниточку, проводим через 2 петли, и уже у нас новая нить. Раз, два, 3 воздушные петли между столбиками, еще столбик и еще. Пропускаем 3 столбика, воздушные петли мы не делаем, 3 столбика и еще 3 столбика вяжем. То есть вот так вот раппорт узора у нас должен делиться на 3. У нас 42 столбика. И мы через каждые 3 столбика вяжем 3 столбика. Узор очень простой, но, как ни странно, он хорошо смотрится всегда. Вот такое простое вязание. Прям проще не придумаешь. Проще, наверное, просто только столбиками. Но не так красиво. А здесь чередование 2-3 цветов. Как правило, остаточки всегда у нас хранятся. Клубочки выкинуть жалко. А здесь можно применить. Связать для себя, для родных, для знакомых. Сделать такие маленькие подарочки. Тем более скоро осень. И они всегда пригодятся. Вот таким простым, незамысловатым способом вяжем по кругу. Довязываем. Вот у нас 3 столбика осталось. Мы опять проводим крючок, но ниточку не берем, а привязываем 3-ю.
У меня 3 цвета. Мне так захотелось. Можно взять больше, можно взять меньше. И всегда будет это красиво. Вот так. Вот таким образом мы соединяем. И этого соединения не видно уже совсем. Между столбиками вяжем второй столбик и третий. И следующий ряд мы вяжем между 3 столбиками. То есть все вот так просто. Раз, два, три. Вот. Раз, два, три. Следующий цвет у меня будет цвет мыска. Я буду менять 3 цвета каждый раз. Вот таким образом. До пяточки я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядочков. Последний ряд цвета пяточки и мыска. 15 рядочков вяжем вот таким узором. А потом вяжем пяточку. Размер. Я говорю 15, но это же мой размер. Размер у меня 36. То есть нужно вязать до пятки. А следочек, длина, я провязала основную красоту. Вот так все это получается у меня. И заканчиваю тем цветом, которым начинала. Мысочек. Вот. Буду вязать пяточку. Мы оставляем в центре 1, 2, 3 узора. И смотрите, что вот у меня 3 столбика, я между столбиками вяжу соединительный столбик и 3 воздушные петли. Это тоже столбик 1. Теперь между столбиками 2. И между столбиками. Все время вяжу между столбиками. Мы вяжем с вами пяточку. Вот я довязала. И в центре оставила 1, 2, 3 узора. 3. А в 4 столбик у меня и с этой стороны в 4. Вот. Все время между столбиками. Набираем 2 воздушные петельки, разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Сколько вязать? У меня обычно на пятку уходит 8-9 рядочков. Вам нужно измерить. Вяжем прямое полотно. Туда и обратно. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня было 8. И потом изнутри сшивается шов. Вяжем ровное полотно. Провязали пяточку. Теперь с изнаночной стороны. Она может быть больше, у вас меньше. Толщина пряжи у всех разная. В первый столбик ниточку соединяем. Разворачиваем так, чтобы вам было удобно вязать. И теперь наша задача: столбик с одной стороны, столбик с другой стороны подхватываем. И вяжем столбик без накида. То есть мы сшиваем таким образом. Столбик без накида. Ровно сложили столбики, тогда вязать, сшивать будет удобно. Провязываем туда. Я еще провязываю обратно. Наш следочек будет готов. И мы будем с вами вязать обвязку. Сшили, ниточку отрезали, и нам остался последний этап. Нам нужно обвязать. Я беру ниточки другого цвета, раз у нас все разноцветное. И там, где у нас мы заканчивали вязание, привязываем ниточку, вяжем 3 воздушные петли, это столбик. И распределимся. Вот смотрите, вот здесь есть место. Сейчас еще раз покажу, куда мы вкалываем. Мы вкалываем за столбик. И между столбиками, вот здесь прям видно, опять вяжем. Так, это я лишнее связала. За столбик и между столбиками. Опять за столбик и между. То есть наша задача связать не туго, не много, не мало, а равное расстояние. Вот. За столбик и между ними. Первый ряд мы вяжем просто столбики с одним накидом. Второй, третий, у меня всего лишь 3 рядочка, я провязала рельефные столбики.
рельефный столбик вяжется очень просто. Набрали первый ряд, соединительным столбиком соединяем, воздушную петельку сделаем и рельефный столбик. Лицевой, вот он, лицевой рельефный столбик. Второй будет изнаночный. Опять лицевой, изнаночный. Вот. 2-3 рядочка, настолько, насколько вы хотите, чтобы у вас был подъем повыше, возможно. И вот так получится. Такая красота. Надеюсь, видео вам будет полезным. В преддверии осени нужно утепляться. Спасибо, если досмотрели ролик до конца. Я думаю, что вот такие симпатяшки вполне нам пригодятся. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. До новых встреч. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной.